Всем привет и добро пожаловать в Дубай. В этом видео я вам покажу, как прошел наш 6-дневный отдых в Арабских Эмиратах, чем мы занимались, куда ездили, Это такая крутая экскурсия. сколько тратили. 29. Все это вы сможете увидеть в этом видео. Яла-яла. Напоминаю, мы прилетели в Дубай из Таиланда на Emirates Airline, и этот полет нам стоил 50 тысяч бат на четверых. Далее из аэропорта нас встретил трансфер и отвез нас в отель, который называется, кстати, Rove Downtown, и находится он в самом центре Дубая. Ну и первое, куда мы решили пойти после заселения, это Дубай Молл, потому что он всего в 800 метрах от нашего отеля. Первая достопримечательность, в которую мы решили пойти, это просто айконик, самый большой торговый центр в мире – Дубай Молл. Дубай Молл считается самым крупным торговым центром в мире. Его общая площадь составляет более 1 миллиона квадратных метров. Вы просто представляете, насколько это много. Внутри Дубай Молла находятся тысячи магазинов, начиная от брендовой одежды, заканчивая обычными кафешками. Чтобы вы понимали, мама скачала приложение специальное для Дубай Молла. Мама вбила кафе, в которое мы сейчас идем, и до него нужно идти 686 метров. 9 минут по торговому центру. Офигеть! Обычные люди, ну как обычные, те, кто приезжает в Дубай Молл, в основном приезжают именно для того, чтобы пошопиться, потому что магазинов здесь просто полно. Но мы приехали в ресторан, который мама уже давно хотела посетить, называется он Хатам. Здесь мусульманская еда, мясо, курица, баранина. Мясо, курица, баранина. Здесь нет свинины. Это страна, в которой нет свинины. В общем, мы уже заказали еду, ждем и надеемся, что будет вкусно, потому что по картинкам выглядит просто муа-муа-муа. Нам наконец-то принесли нашу еду, ждали мы примерно минут 30, но it was worth it, потому что просто посмотрите на этот стол, на эту еду. Во-первых, здесь у нас микс курицы с говядиной, еще добавили картошку фри, индийский плов и прекрасно баранина chops. Look at this, it looks so good. Давайте уже наконец-то есть. Хозяин очень добрый. Очень. Общительный. Не то, что общение. Приветствую. Да. Приветливый. Приветливый. Мой словарный запас пополняется. Мы вообще заметили то, что в Дубае есть в каждом ресторане человек, который спрашивает фидбэк, спрашивает, нравится, не нравится. И это очень круто, то, что у них такой подход к сервису. Как вы можете заметить, нам очень-очень сильно понравилось в Хатаме. Сейчас пришли менять деньги из долларов в дирхамы. Да. Первый раз, когда мы их меняли в аэропорту, и в аэропорту был вот такой вот курс. Здесь он немножечко получше, так что если вы будете... Ну, не принципиально. Да, если вы будете менять большую сумму, то, конечно, лучше все-таки в другом месте менять, не в аэропорту. На $1000 разница всего в $1, не в 2.
В итоге поменяли мы $700 по курсу и получили 2548 с копейками дирхам. После обмена денег мы решили сходить на прогулку в мини-гипермаркет в Дубае-моле, посмотреть на цены, что в принципе там продают. И было достаточно интересно. Знаете, прикольно находиться в гипермаркетах в других странах. Ты смотришь, что есть такое же, как у тебя, какие расценки, что новое. И это очень прикольно. Но, блин, когда потом переводишь эти цены в баты, просто офигеть. Там ММДМ стоит 100 бат. Небольшая пачка. У нас такой стоит 30 бат. Чипсы 120-130 бат. За что? Откуда такие цены? Зато есть попкорн с Орео. Как эти круассаны в России называются? Как они называются? 7 дней? Days, да. 7 дней. Русские эти. Или они не русские, я не знаю откуда, но они в России, я видела их тоже. Сегодня весь день удивлялись тому, что на улице и на дороге было не очень много народу. Вот где все. Вот. Время 6 часов вечера. Мы пришли к фонтанам, которые находятся в Дубай-моле. И здесь просто все. Народу куча. Короче, какие у нас сейчас планы? Во-первых, время сейчас 6:30. И прямо сейчас начнется первое шоу фонтанов при дневном свете, а потом мы поедем вот на вот этой вот лодочке при ночном свете смотреть уже второе шоу, когда, знаете, фонари, темно. Я уверена, что будет красиво. Поющие фонтаны в Дубае. Ох, это то, что нужно своими глазами хотя бы раз увидеть в реальной жизни. Это очень красиво и магически выглядит. Мама сказала, что мы все наедимся одним мороженым. Давайте все наедаться. Каждый по 2 ложки. Мы поели фруктовое мороженое, а Алисе захотелось шоколадное, но не обычное, а специальное турецкое мороженое, знаете, как в ТикТоке, там, где над детьми издеваются, но было прикольно. После того, как мы купили мороженое, мы пошли смотреть следующий раунд фонтанов. Вообще фонтаны проходят каждые 30 минут, каждые 30 минут новые шоу, что очень круто, и каждые 30 минут мы смотрели на эту красоту. Время 8 часов вечера, в Таиланде сейчас 11, в это время большинство из нас уже спят, но сейчас мы поплыли на лодочке, про которую я вам говорила, на улице просто очень-очень красиво, все во всех огнях, огоньки, еще вот эти вот фонари потом включат, когда будут фонтаны. И еще главное, на Бурдж-Халифе будут разные узоры, да, вот на этой прекрасной башне. Кстати, такой мини-факт. В тот день был День России, и на Бурдж-Халифе в ту ночь был наш флаг. Это был достаточно прикольный сюрприз, и никто этого не ожидал. Время без 15:09, по нашему времени почти 12 часов ночи. Мы уже хотим вернуться в отель, но мы никак не можем найти выход из этого гребаного Дубай-мола. Какие у тебя чувства, Алиса, сейчас? Заблокировать
сколько времени уже, столько понаходили, я уже свою ногу ушла натерла. Мы настолько устали, что как только нашли первый выход, сразу же заказали себе такси и прямиком обратно в отель. И каким-то образом наша дорога заняла 10 минут. Вообще сама ситуация получилась очень интересная, потому что если бы мы нашли бы правильный выход, через который мы входили, мы бы могли просто за 10 минут дойти бы до нашего отеля, но за счет того, что мы не там вышли, мы накрутили дополнительный круг, и самое главное, нас пытался обмануть водитель, типа 800 дирхам за буквально там 2-3 километра проезда, это вообще ненормально. Мы заплатили просто 20 дирхам и пошли, да. Не знаю, насколько это было правильно, но 80 это было серьезно too much. Мы были в шоке, так что не ведитесь на это, ребята, не ведитесь. Вчера я, честно, просто вырубилась, заснула где-то в часов 10 по дубайскому времени, в Таиланде уже в это время был час, и проснулись, вот мы буквально 10 минут назад, время сейчас 7 часов утра. Хочу ли я спать? Честно, у меня перемешанное ощущение, у меня просто ощущение, как будто я еще не доспала, но так, в принципе, энергию я набрала, все хорошо, все супер, я рада, да. На кровати, кстати, было пипец как комфортно, серьезно, просто прекрасный сон. Сегодня у нас Blue Day, все в family луках, модные. И сегодня мы едем на экскурсию. Сначала мы поедем в Абу-Даби, да. А потом уже посмотрим, да. Сейчас мы ждем нашего гида, водителя. Нас заберут через 10 минут и поедем на экскурсию. На экскурсию нас забрали из отеля на мини-вене, и мы думали то, что на этом транспорте у нас пройдет вся наша экскурсия. Но наш водитель сказал то, что мы заберем еще несколько человек и пересядем в большой автобус. Когда это произойдет, нам никто не говорил. Сейчас по Дубаю ездили только ради того, чтобы нас посадили на автобус, на котором мы сейчас поедем в Абу-Даби, и еще сколько? Еще полтора часа. Еще полтора часа. Да, начало, конечно, не самое лучшее, но мы надеялись, что что-то изменится, потому что экскурсия стоила более $100 с 4 человек, а это достаточно большие цены. Но вместо того, чтобы получить что-то лучше, мы всю дорогу слушали нашего прекрасного гида. So you have to believe me, I'm telling you. Yeah. So you are in USA. I'm not talking about America, I'm talking about Arabia. На самом деле в Абу-Даби мы заехали, наверное, 40-50 минут назад, но всю эту дорогу мы слушали нашего прекрасного гида, который на нас кричал, говорил, что туда нельзя, это все плохо, это можно. И сейчас мы остановились в каком-то странном торговом центре, чтобы в туалет сходить, купить, попить, и еще мы хотим купить верблюдов. Второй стоп просто в замечательной экскурсии по Абу-Даби. Это рынок с финиками. Нас привезли вот в этот вот магазин, чтобы мы попробовали разные финики. Здесь есть так и обычные, так и в шоколаде. В общем, очень-очень большой вариант для тех, кто хотят попробовать. Taste test. Нам выдали вот такие вот бесплатные. Обычный сухофрукт какой-то. Финик. Не какой-то, а финик. Нормально. На любителя. Мне кажется, кому-то может не понравиться, кому-то понравится. Мне, в принципе, нормально. И мне тоже очень нравится.
меня даже часы уже не читают температуру, настолько жарко. Может кто-нибудь объяснить, куда мы приехали? А можно как-нибудь поподробнее? Что? Когда бедуины жили до этого. В переводе это место называют деревней наследия Heritage Village. Здесь произведены дома, хозяйственные постройки и другие элементы быта арабов в древние времена. А при чем тут черепахи, рыбы и лобстеры с этим? Они ими питались, наверное. Черепашками. В общем, если объяснять просто, то это музей, в котором собраны разные вещи из прошлого, также важные штуки культуры. Здесь есть и деньги, и разные ножи, и одежда, в общем, куча-куча всего. Место для любителя, да, потому что это больше для тех, кто интересуется историей. Если вы интересуетесь историей, то все-таки лучше сюда приезжать с гидом, потому что мы смотрим, и ничего не понятно. Чего ничего не понятно? Все и так понятно. Это наследие, это то, что им досталось от предков. Раньше они вот добывали, например, землю копали наверняка, что-то рубили вот этими инструментами. Там монетки, чем они расплачивались, Коран старый. Все очевидно. А что касается гида, я могу так сказать, знаете, лучше никакого гида, чем тот, который у нас в автобусе. Последние 2 часа борюсь с головной болью, и это капец. Дербильди, это капец. Время час дня, а это значит то, что время обедать, время покушать, да. Нас сейчас привезли в ресторан под названием Лалкила. Я не знаю точно, как читать, но, в общем, арабский ресторан. Здесь шведский стол, нужно выбирать. Честно, когда мы покупали экскурсию, еда у нас была не включена, так что, скорее всего, мне кажется, то, что в конце, после обеда нам придется оплачивать. Не знаю, конечно, что я набрала, но выглядит аппетитно. Здесь куриные манди, типа куриный плов, говядина, куриные бургеры, какой-то хлеб их специальный и салат. Всем приятного аппетита. Обед был достаточно вкусный, нам все понравилось, но то, что было дальше, нас просто покорило. Нас повезли в магазин ковров. Только что находились в самом интересном месте, которое можно было когда-либо найти. Да. Просто если вы будете в Абу-Даби, вам обязательно нужны сюда. Нам примерно 20-30 минут пытались продать ковры, сделанные из золота, которые стоят 1000 дирхам. Вот какая цена в рублях, чтобы вы понимали. В общем, мы просто слушали и офигевали. Да, шикарное место, ребята. Всем советую. Очень весело, очень интересно. Ковры нам еще ни разу на экскурсии не впаривали, вот ни разу. Еще главное, по несколько раз спрашивали, вам это интересно? Хотите узнать цену? Никто ничего не говорил, но они считали, что... Молчание, знак согласия. Мы приехали в нашу финальную точку, называется она мечеть шейха Зайна. В общем, мы приехали в одну из самых крутых мечетей в Арабских Эмиратах. Она белая, красивая, и сейчас нам дают наш дресс-код. Сказали, Не дают, то, мы что... их покупаем. Да. Нас заставили это купить, потому что в мечети есть свой дресс-код. Женщинам нельзя, чтобы ничего не было видно. И как бы у нас волосы открыты, так что нам с мамой нужно будет вот это одеть. А Алиса... Индия. Я чтобы красиво, но получилось так себе. Для того, чтобы попасть в саму мечеть, нужно сначала пройти проверку под землей. Каждого человека проверяют по дресс-коду, после чего пропускают на эскалатор, и уже там вы поднимаетесь в саму мечеть. Просто посмотрите на эту красоту, на эту мощь. Я, честно, даже не знаю вам, что сказать, но эта мечеть очень-очень красивая, очень большая, крупная, и смотрится она просто замечательно, просто прекрасно. И прям как
какое-то магическое место, да. Вроде ничего такого особенного, но выглядит просто. Мечеть шейха Зайда считается одной из самых главных и уникальных мечетей в Арабских Эмиратах. Архитектура, красота этой мечети поражает каждого. Но самое крутое — это что попасть в нее может абсолютно каждый. После посещения мечети наша экскурсия была окончена, и мы вернулись обратно в Дубай. Мы приехали в крупный гипермаркет, называется он Day to Day. Это прям арабский гипермаркет, в котором туристов достаточно сложно найти, потому что в основном сюда приходят те, кто здесь живут, потому что расценки здесь не туристические, обычные. Мы приехали сюда, чтобы посмотреть сувениры, также вообще, в принципе, посмотреть, что здесь есть, и да, let's do some shopping. Вечером сделаю вам хол. Чтобы вы понимали, мы купили верблюда, который в несколько раз хуже этого, за 89. Этот стоит 12. Офигеть. В прямом смысле рай сувениров, серьезно. Столько всего много, и за такую маленькую цену, ребята, не ведитесь на туристические магазины. Нельзя. Не переплачивайте. Вообще, на самом деле, магазин очень-очень хороший, очень много всего. Мне кажется, здесь просто есть все. Но из-за того, что магазин сам по себе не очень большой, места не очень много, людей куча, не самое комфортное место, конечно, но что поделать, здесь самые лучшие цены, так что ходим, выбираем, да. Мне кажется, мы здесь будем надолго, серьезно. Чтобы вы понимали, почти 8 часов вечера мы закончили нас... В Таиланде уже 11 почти. Да. Но я, честно, уже вообще не замечаю. Мне просто хочется спать весь день. Ну, в общем, мы пришли сейчас в ресторан, который называется Хайперама. Это африканский ресторан, африканская забегаловка. Здесь разные бургеры, хот-доги, мясо. Мы уже заказали нашу еду и ждем, да. Честно, я настолько сильно хотела есть, что даже забыла вам показать нашу еду. Но лично я ела большой хот-дог с картошкой и вкусный напиток. Я обожралась. We are back at the hotel. Время сейчас 9 часов вечера, наверное. Сколько сейчас время? 9 ровно. 9. Yeah, have a mastermind. И сейчас у нас с вами будет мини-холл наших покупочек. Во-первых, я покажу то, на что нас содрали денег в магазинах сувениров, в которые мы ездили. Первое, это вот такой вот прекрасный верблюд, который стоил 89,6. Очень много он стоил. Также мы купили очень классного верблюда. Он стоил... 129. Этот верблюд стоил того, потому что таких верблюдов больше нигде не было. И, конечно же, мы купили две шикарные лампы Аладдина, которые мы нашли по цене 20, 10, а купили мы их за 100 и 50. Теперь переходим к покупкам из арабского гипермаркета. Все вот эти три пакета вместе стоили нам 360... Верблюд и лампа. 355 дирхам, а вы только посмотрите на этот чек. Снеки, финики с шоколадом, Марс, это мы себе купили, потому что... Мы любим Марс. Да, и написано best deal, потому что это правда best deal. Смотрите, 2 пачки. Топ. Тут, кстати, с соком у нас тоже разводняк. Мы вчера купили... Открой холодильник. Покажи.
Это Каприсан, это американский бренд. Вчера 4 каприсана мы купили по цене Одного Ланкора. А выглядит одинаковые. Просто один арабский бренд, другой European бренд. Фрукты, духи. духи за 10 дирхам, за, получается, 100 бат, за 200 рублей. Ватные диски, которые стоят как половина духов. А теперь сувенирчики. Во-первых, мы купили вот такую вот Бурдж-Халифу огромную. Я видела такие в магазинах с сувенирами. Они стоили, ну, наверное, 100, 150. 121. А здесь это стоило 29. верблюд металлический. С Бурдж-Халифой, с парусником вот этим. С главными достопримечательностями этого города. Правильно. 3 классных верблюда. По 14 они, между прочим. Это были. 14, 12. 14 поет. Я вам сейчас квиту. А за 89 не поет. Лампа за 29. Еще одна лампа. Эта лампа стоит 15. Магнитики, брелочки, все с Дубая, Дубай. И все это вместе, ну, стоило, наверное, Ну, на них же есть ценники. я хочу умной показаться, примерно 40. В магазине сувениров в туристическом месте это стоило Каждый. бы. Каждый. По 50. Зеркальце. Кому это? Неважно, я взяла кому-нибудь на подарок. Ну и последние вот такие вот прикольные вазочки с песком и свечками наверху. Не знаю, конечно, как мы это будем везти домой, но очень прикольные штуки. Вот такие вот у нас покупки за сегодняшний день. Good morning, guys. Активный отпуск продолжается. Сегодня наш 3-й день в Дубаях, и сегодня мы едем в самый крупный аквапарк в мире, который называется Atlantis Aqua Venture. Также мы сегодня еще сходим там в океанариум. В общем, там очень-очень много всего. Едем сейчас туда. Ехать от нашего отеля до аквапарка примерно 30 минут. Пальма Джумейра. Мы приехали в 9 часов утра, до открытия аквапарка еще 40 минут. Так что сейчас мы сходим в кафешку, посидим, отдохнем, подождем. И потом, как только он откроется, сразу же пойдем внутрь. Потому что если мы будем ждать, мне кажется, на горках мы не покупаемся. Сам аквапарк находится в отеле Atlantis, который находится на Пальме Джумейра. В этом отеле просто куча всего интересного. Есть и магазины, и кафе. Но то, что нас больше всего заинтересовало, это огромный аквариум. Офигеть! Вот это круто! Столько много рыб, столько много скатов, акул, это просто. Я даже не представляю, какой будет полный океанариум, если вот такое вот просто здесь. Офигеть. Ну и спустя несколько минут открылся сам аквапарк. Билеты в аквапарк мы купили заранее в Хейлуке за $370 на 4 человек. И в эту цену, кстати, входит не только аквапарк, но еще и океанариум. Ну что, ребята, мы переоделись, забрали наши билеты, взяли прекрасную, огромную карту этого аквапарка. Вы только посмотрите на эту мощь. И чтобы вы понимали, мы сейчас вот тут. Жара, куча народа. Пойдемте кататься. На данный момент Aquaventure считается самым большим аквапарком в мире, в котором больше всего водных горок. Он просто огромный, и заблудиться в нем очень-очень легко. Так что надеюсь, что с нами это не произойдет. Мы идем на ту самую популярную горку. Знаете, там, где с акулами, с рыбками. Туда. Та самая. называется. Потому что
Это, наверное, самая популярная, и если мы в нее чуть попозже придем, то, мне кажется, мы не дождемся нашей очереди. Очереди мы своей так и не дождались, потому что каким-то образом мы попали не на ту горку, свернули не в ту сторону и попали на обычный Lazy River. Но это тоже было прикольно. Капец, это просто капец. Я не знаю, слышите ли вы меня или нет, надеюсь, что слышите. Время сейчас... фиг знает, сколько сейчас время. Мы проголодались, покатались на 4 горках и сейчас пришли кушать в ресторан под названием Барракуда. Заказали еду, 2 чизбургера, пицца и прекрасный Алисин поток. Просто посмотрите, как он аппетитно выглядит. Френч фрайс, черри сода, orange juice, apple juice, water. Всем приятного аппетита. Ваши впечатления на данный момент? Мои впечатления. Аквапарк капец огромный. Горки явно не тайские. Цены тоже не тайские. В целом ничего. И Алису везде пускают. Ты рада? Да, я рада, потому что в детской так скучно и жарко, по большой не жарко и очень весело. После того, как мы покатались на горках, нам захотелось мороженое, и мы нашли то самое фруктовое мороженое, как в Дубай-моле, и решили попробовать. Было очень вкусно. Мы идем на главную горку. Я знаю то, что я вам говорила, что мы в нее в самое начало пошли, но в итоге мы пошли не на ту горку, из-за этого мы не смогли на ту горку пойти, так что сейчас мы идем на ту горку. Как много слов горка. Эта горка считается главной достопримечательностью этого аквапарка. Съездить в Аквавенчер и не искупаться с акулами — это просто невозможно. Пришлось ждать, конечно, очень-очень большую очередь, но мы смогли это сделать. Наконец-то, спустя, я не знаю, 20-30 минут. Лично для меня это была главная горка, которую я очень-очень ждала. Но когда наконец-то на ней прокатилась, эмоции у меня были очень-очень странные. Не то чтобы мне не понравилось, просто я ожидала чего-то большего от этой горки, а оказался просто обычный дроп, в котором ничего не видно, и даже, честно, было не страшно и не как-то захватывающе. В общем, ребята, время почти 5 часов вечера. Мы провели в аквапарке в итоге 7 часов, может даже почти 8. За это время мы получили просто кучу классных эмоций. Все горки мне очень-очень сильно понравились. Также при выходе из аквапарка мы решили взять себе такие, знаете, мини-сувениры и сфотографировались в альбом. У нас теперь 2 альбома с фотографиями нашими семейными. 2 этих альбома стоило 399 дирхам, это примерно 4000 бат. Фотки прикольные, есть воспоминания и классный сувенирчик, да. После аквапарка мы решили не терять время и сразу пошли в океанариум, который называется Lost Chambers. Как я уже сказала, заплатили мы за него заранее, и цена входила вместе с аквапарком. Скажу то, что это был самый крупный океанариум, в котором мы когда-либо были, но он был очень эффектный, там было очень много разных рыбок, и вообще это все очень классно выглядело. В итоге мы его прошли буквально за 10-15 минут, купили еще одну фотку, да, минус 110 дирхам опять, но зато фотка очень классная. И прямо сейчас мы пойдем кушать. Мы будем в испанском ресторане под названием En Fuego. Он также находится в отеле Atlantis. Пойдемте внутрь.
Как вы думаете, что из этого основное меню? Это? А нет, это меню алкоголя. Вот это вот основное меню, в котором все блюда. И главное, очень сложно выбрать, потому что... Это наш первый раз, когда мы едим вот такую вот мексиканскую еду. Из-за этого заказ был немного сложноватый для нас, но мы заказали. Я себе взяла буррито, вот такой вот с говядиной. У Алисы бургер. Да, просто это kids меню, а мы не знали, что взять Алисе. У мамы бараньи ребра. Тоже самое мексиканское блюдо, но ладно. Еще нам дали вот такие вот аппетайзеры бесплатные. Соус. Давайте попробуем. Напоминает тайскую картошку, которая сладенькая. После нашего прекрасного ужина мы решили, что пора уезжать. Ну и как наш транспорт продвижения, мы решили взять SkyTrain. Короче, на сегодняшний вечер у нас есть план посмотреть шоу дронов, а шоу дронов этот будет проходить на каком-то определенном пляже, до которого нам нужно сначала доехать. И самый эстетичный вариант поездки — это проехаться на этом SkyTrain, типа, знаете, такой поезд, метро, из которого все видно. Да, стоит это гораздо дороже, чем такси, но эстетика красиво. Поехали. A few inches later. У кого-то была очень хорошая идея пойти искать такси, и теперь мы ждем такси. Мне кажется, надо начинать с той идеи, когда мы приняли решение, что нам надо шоу дронов. Мне кажется, надо было остановиться на океанариуме, на аквапарке, сесть на нормальное такси и доехать до нормального отеля. В принципе, мы решили так и сделать, так как дрона уже никто смотреть не хотел, все были уставшие, и мы сразу решили вернуться обратно в отель. На следующий день, а именно на 4-й день, мы поехали на следующую нашу экскурсию, и это была экскурсия по Дубаю, по разным интересным местам, по самым главным достопримечательностям, и буду говорить честно, это была самая ужасная экскурсия, на которой я когда-либо была. Она была точно такая же, как и экскурсия по Абу-Даби. Нас сначала возили по каким-то магазинам. У меня уже таких 3 дома. А самое главное, что в этот раз у нас был полный автобус индусов, гид, который с нами вообще не разговаривал. И сама экскурсия по наполнению была просто ужасная. Только интересная экскурсия, что пока все рассказывают, я сплю. И я вообще не в курсе, куда мы сейчас приехали. Мы приехали в какой-то арт-музеум, но, судя по всему, это опять нам втюхивать будут в ковры. Обязательно приезжайте в Дубай на Клокин, заказывайте экскурсию, тур по Дубаю. Не пропустите, не пожалеете. Это такая крутая экскурсия, такой тур. Ничего лучше мы еще в жизни не видели. Это было в кавычках, ребята. Не повторяйте наши ошибки. Не надо. Лучше самим поездить по Дубаю, посмотреть, чем то, что мы слушали и смотрели. Поверьте мне, не надо. Это не стоит того. Нас просто довезли до Дубай-мола и сказали: все, до свидания. Домой, в отеле, так что нас привезли обратно в отель, и у нас, оказывается, в отеле есть очень-очень классный ресторан под названием Friday, и мы уже заказали нашу еду, так что будем кушать. Думали
что это все на сегодня? Нет, сегодня вечером, а точнее через 1,5 часа мы поедем на нашу следующую экскурсию, и эта экскурсия, наверное, будет одна из самых лучших, потому что это экскурсия сафари. Сафари по пустыне в Дубае, там красный песок, будет очень красиво. Время сейчас 2 часа дня, нас заберут через час, и в это свободное время мы решили, почему бы не поиграть PlayStation. У нас в отеле есть такая, знаете, мини-комнатка, в которой можно поиграть, и это очень удобно. Здесь PS5, контроллеры, телевизор. Будем сейчас настраивать все, учиться играть, потому что что еще делать? Ребята, мы в пустыне, время сейчас 4:30, я всю дорогу спала, потому что ехать от нашего отеля до, соответственно, самого сафари примерно 30-40 минут, и здесь пипец как жарко, пылающее солнце, зацените мой зад, там ездят на квадроциклах, песок. В общем, сегодняшний вечер будет очень насыщенный, будет очень крутой и очень жаркий. Мы сейчас остановились на остановку, чтобы наш гид поменял шины на машине, потому что все-таки ездить по песку обычные машины не подходят, так что ждем, а потом выезжаем. We're ready? Yeah! We don't say yeah, we are in Arabic. Oh, so yalla yalla. Yalla yalla! Yalla yalla. Мне кажется, ничего не надо, вы и так все увидели. Все прекрасно, все весело. Ты себя нормально чувствуешь? Пока да. Там у нас сзади мешочки лежат, если что. Это пока. Сейчас мы остановились на первый стоп, фотографии, сэндбординг, в общем, весело. Нас привезли в следующую пустыню, точно не знаю ее название, но песок здесь посветлее, чем в прошлой пустыне. И сейчас мы будем кататься на верблюды. Вот, они сзади нас. Сейчас будем кататься с ними на закате. Перед катанием можно было бесплатно покормить верблюдов и сходить на рынок, купить каких-нибудь сувениров. Мы купили себе балаклаву. Arab style. Yes. Выглядит очень стильненько. Я приручила. Нет, не приручила, ладно. Ну что, ребята, мы прокатились на верблюдах. Конечно, это был достаточно короткий экспириенс, но на закате было очень-очень красиво, очень круто. Мы только что сходили, нам нарисовали на руках. Вы просто посмотрите на эту красоту. Это специальные татуировки, традиционные. Вот такая вот красота. Час нужно ждать, когда это все высохнет, и потом будет красивая коричневая татуха на руке. Пока мы с вами ждем, предлагаю сделать небольшой тур по вот этому вот прекрасному лагерю, в который нас привезли. Здесь очень-очень много всего интересного, и пойдем. Во-первых, вот здесь вот у нас базар с сувенирами, можно пофотографироваться, купить что-то. Также здесь можно попить кофе с финиками и сфотографироваться с птицей Арабских Эмиратов. В этом месте пройдет вся наша оставшаяся экскурсия. Здесь и будет наш ужин, и шоу, и другие развлекательные программы. Первое шоу началось буквально через несколько минут, и это был традиционный арабский танец в длинной юбке. Мужчина крутился, показывал разные интересные трюки, и, честно, пока я смотрела, у меня аж заболела голова.
после шоу было время ужина. На ужин у нас был просто нереально вкусный шведский стол с традиционной едой, начиная от обычного риса, заканчивая вкусной сочной бараниной, и это было потрясающе. Финиковый пудинг, какие-то печеньки арабские, не знаю, и фруктовый салат. Вот такой вот у нас сегодня десерт. Короче, время 8:30, жара просто пипец. Просто посмотрите, как я вся потею. И на самом деле градусов не так уж и много, наверное, 36-37. Но вот это вот духотение, это просто... я сижу и потею. Сейчас мы уже поели, десертов съели, ждем шоу. И после этого мы уже будем выезжать обратно в отель. Сказали то, что в отеле мы будем в часов 10-10:30. То есть как бы еще куча времени. Но здесь очень классно, спокойно, круто и... Классная экскурсия. Дальше по программе у нас было шоу живота, но честно, это было не то, чего я ожидала. Девушка полностью была одета, живот не показывала, а просто немножечко танцевала. Также нам показали фаер-шоу, но честно, оно было так себе. А потом мы поехали обратно домой. Доброе утро, мир! Время сейчас 7:30. Через час нас заберут на нашу уже 3-ю экскурсию, и это будет экскурсия по морю. У нас, знаете, будет такое морское сафари, но спойлерить вам пока не буду ничего, потому что, честно, я сама не знаю, что там будет, но, в общем, потом посмотрим. Сейчас мы пришли завтракать в кафе, которое находится внизу нашего отеля, в которое вчера мы ходили обедать. Здесь, оказывается, есть шведский стол на завтрак. Шведский стол на завтрак стоит 69 дирхам с человека. Помимо основного шведского стола, здесь также есть вот такое вот дополнительное меню, в котором можно заказать все, что угодно. Там American breakfast, тосты, вафли. Но я считаю то, что это будет перебор, так что пойдемте набирать шведский стол и кушать. Сразу же после завтрака за нами приехал автобус, и мы поехали на нашу экскурсию. Но тут произошел небольшой казус. Оказывается, эта экскурсия проходит за Эмиратами, то есть не в Арабских Эмиратах, и чтобы перейти границу, для нее нужен паспорт, а нам никто этого не сказал, у нас нету паспортов, из-за этого сейчас нас отправляют на такси в какой-то отель, и я не знаю, что дальше, да. Это не мы, если не будет таких казусов. Ну, мы классно съездили в туалет. Мы проехали 2 часа, чтобы посрать в пустыне перед всем автобусом русских, биг-басом автобусом, в котором человек, наверное, 40 было, точно русских. И как бы возвращаемся домой. Очень шикарная, очень познавательная была экскурсия. Отличная организация. Мы прям... Даже с индусами, если честно, было как-то более все организовано, чем вот то, что было сейчас. Короче, настроение было испорчено, силы были потеряны, время тоже. Но зато, как только мы вернулись обратно в отель, мы вкусно пообедали и решили немножечко отдохнуть у себя в бассейне. Небольшое включение, ребята. Время сейчас 3 часа дня. Нам только что перевели все деньги за экскурсию сегодняшнюю, на которую мы не смогли попасть. Также, как знаете, компенсацию нам дали скидку 20% на парк аттракционов, в который мы завтра поедем. Завтра, как наш последний день перед вылетом, мы хотим туда съездить, покататься, посмотреть. Парк аттракционов, кстати, называется Motion Gate. Но я вам завтра все покажу. А сейчас, да, нам все выплатили, вроде бы все нормально. Конечно, все равно не очень приятная ситуация, но что поделать. Так как сегодняшней экскурсии у нас немного не получилось, мы решили сегодня вечером приехать в цирк, называется он Ла Перле. Мы купили билеты буквально несколько часов назад, и вот через несколько минут пойдем его смотреть. Да, по отзывам говорят, что он очень хороший, так что надеемся на лучшее. 90
94 дирхам за попкорн, 1 сок и M&M's. Ла Перлепа и Дракон — это цирк, выступление, шоу, называйте как хотите, одно в своем роде. Оно связанное с водой. Да, полностью все шоу построено на том, что сцена создана для воды с огромным бассейном, и смотрится это визуально нереально. Шоу окончено. Наш вердикт, как вам? Это было потрясающе. Как мы были в восторге от цирка Никулина, так вот сейчас у нас такой же у всех восторг от этого цирка. Мы были, между прочим, в цирке Дю Солей, и там нам, кстати, не понравилось. Визуальная картинка, сам вот этот вот сет, сама комната. Очень-очень было красиво. Постановка, я, честно, до конца не поняла, о чем она, но было красиво. Неважно, было настолько красиво, Что 1,5 часа пофиг, просто да. пролетели. Сейчас мы на прогулке на улице Дубая, на прекрасном вот таком вот мостике. Идем в сторону Дубай-мола и Бурдж-Халифы. Хотим там поужинать, погулять и просто как бы насладиться вечерним Дубаем, потому что это наш последний вечер здесь. У нас немного сменились планы. Как вы понимаете, это уже становится обычным делом у нас, особенно сегодня. Завтра утром мы планировали, как в последний день, подняться на Бурдж-Халифу, встретить там рассвет, поесть завтра. Но поняли то, что завтра, скорее всего, мы не проснемся, у нас не будет сил. Так что решили, почему бы не сходить сегодня вечером. Вход на Бурдж-Халифу как раз через Дубай-молл, так что мы пришли, уже купили билеты и прямо сейчас будем подниматься на 124 метр. До поднятия на саму Бурдж-Халифу мы проходим через мини-музей, в котором рассказано все о том, как ее делали. Но после мы попадаем просто в магический лифт с 3D-эффектами, который нас уже поднимает на 124 этаж. Честно, ребята, честно, я ожидала чего-то большего от вот этого вот вида. Я думала, то, что будет больше огоньков, все-таки зданий просто куча архитектуры. Я думала, то, что вид будет просто шикарный, но оказался как бы обычный город, ничего особенного, да, даже могу сказать то, что у нас в Таиланде, в Байок Скай, возможно, вид даже лучше, потому что больше огней, больше машин, и это как-то более интереснее выглядит, так что если вы когда-нибудь слетаете в Бангкок, обязательно сходите туда, а здесь как бы, обязательно нужно было это сделать, да, побывали на Бурдж-Халифе, чек, посмотрели вид, чек. А еще мы, как всегда, на сувенирчик купили фотографию за 250 дирхам. Это, наверное, самая дорогая фотка, которую мы покупали. Вот такой вот прекрасный фотошоп с Бурдж-Халифой. Да. Доброе утро, ребята! Сегодня 17 июня, время без 10:11. Сегодня наш последний день в Дубае. Сегодня мы решили сильно не нагружать себя, отдохнуть и приехали в парк аттракционов. Мы просто нагрузили себя вчера. Да. Уже собрали вещи, уже позавтракали и уже находимся в парке аттракционов. Называется он Motion Gate. Только открывается, и да, сегодня мы здесь проведем весь день. Мы
зашли внутрь, нам выдали один билетик, это билет для Алисы, потому что наши взрослые билеты в формате онлайн на телефоне, а Алиса, так как она бесплатная, здесь, кстати, в Дубае Алиса почти везде бесплатная, что очень удобно. Сейчас мы будем ходить, смотреть, что есть интересное. Жара, конечно, полная просто, я не представляю, как мы здесь будем ходить весь день. Кто не в курсе, парк аттракционов Motion Gate сделан в стиле разных фильмов. Здесь есть DreamWorks, есть Paramount Pictures. Все это сделано в своем стиле, в стиле мультиков, в стиле фильмов. Соответственно, каждая горка также в стиле, каждая площадка в стиле. Очень прикольно, очень стильно и очень жарко. Еще пока мы ничего очень интересного не нашли. Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Motion Gate, мой совет, идите в DreamWorks. Здесь все павильоны в кондиционере, в прохладе, не нужно ходить на жаре, это так круто. Помимо кондиционера, здесь, в принципе, были очень интересные и веселые горки. Активнее! На которых, неважно, я, Алиса, мама, Олег, мы все получали полное удовольствие. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Какие у вас впечатления от парка? Очень красиво. Не экстремально, но прикольно. Но мы еще до экстрима не дошли. Ну вот я не уверена, что я хочу туда ходить. Время сейчас без 10:02, мы гуляли, ходили, прошли на данный момент 2 павильона. Павильон DreamWorks и Paramount Pictures, по-моему. Также мы приобрели фотографии, они получились просто сногсшибательно, потому что их сфотографировали в момент, когда у нас лица были просто прекрасные, вы только на это посмотрите. Стоила фотография, кстати, 100 дирхам. Мы в этот раз решили не приобретать альбом, а купили вот такой вот типа снежный шар, в котором наша прекрасная фотография. И сейчас мы пришли кушать в ресторане Dragon Flame Grill. Он находится в павильоне с драконами. Здесь шикарный вид, и мы сейчас ждем нашу еду. На обед мы решили заказать себе турецкую еду, рис, лаваш, мясо. Все это было достаточно вкусно. А потом мы пошли на мини-шоппинг. А мы купили мне панду. Но нет, серьезно, зацените, какой он крутой, пузатый, выглядит очень круто. У меня был выбор между Шреком и пандой, но решила выбрать панду, потому что она выглядит потрясно. Wake up, today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. После того, как мы покатались, мы решили сходить на шоу, которое проходит в самом парке аттракциона. Музыка, свет, танцы, все это можно посмотреть в отдельном театре в парке аттракционов. Good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself. Только что посмотрели бесплатные шоу, которые здесь проходят. Бесплатно, Ну, дополнительно. Могли бы и не делать, как говорится. Знаешь, только сколько они хотят за... Вход сюда стоит $100 человека. Ну, короче, шоу было прикольно. Танцевальное, цвет красивый. Круто. Нам понравилось. Нам понравилось. Тут, в принципе, все шоу очень круто сделаны. Парк аттракционов нам очень понравился, но, к сожалению, оставаться там надолго мы не могли, так как этим же вечером у нас был перелет в следующую страну. Время 9:30, мы сейчас сидим, ждем посадки. Вылетает наш самолет в 10:45, время сейчас 9:30, так что еще куча времени. Мы сидим. Какая куча, у нас 15 минут начнется посадка. Ну, до вылета. Мы сейчас сидим, едим чипсы, ждем самолет и Идеем.
Ждите следующий влог. Мы вылетаем в Киргизстан. Ой, я не должна была это говорить, я не могу говорить. Прощай, Дубай. До свидания, Дубай. Мы Не очень- до свидания, прощай. Как Мы больше так? сюда не В приедем. общем, да, пока Дубай. Первый раз сюда приехали, больше никогда сюда не приедем, потому что мы просто посмотрели все, что возможно. Ну, ладно. Итоги я сниму у себя дома, расскажу вам обо всем подробно, так что see you soon. Не расстраивайтесь, так как в следующем видео я вам поподробнее расскажу о нашей поездке, расскажу результаты, что мы поняли, дам вам какие-то наши лайфхаки, так что ждите это видео. Ну а сейчас ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас всех целую. До скорой встречи и всем пока.